Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы будем делать сборочку за 50 тысяч рублей, которая даст нам возможность поиграть в самые требовательные Next Gen игры. Но сильно экономить мы сегодня не будем, а постараемся собрать именно неплохую рабочую лошадку с возможностью апгрейда, чтобы в будущем вам не пришлось менять целиком весь комп, а пришлось бы поменять только одну видеокарту. И я решил назвать такую сборочку «Красная угроза», так как мы сегодня засунем туда процессор и видюху именно от красных. Ну а перед тем, как мы перейдем к сборке нашего грозного компа, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить следующую сборочку. А начнем мы сегодня с проца. Это будет обычный Ryzen 5 2600, который я уже много раз использовал в своих сборках. Преимущество этого камня в его цене и возможности разгона. Потратив всего 8390 рублей, мы получим годный проц, который со временем можно будет разогнать или заменить на более новый. Конечно же, можно было сразу засунуть сюда Ryzen 5 3600, но тогда нам бы пришлось сэкономить на накопителе и корпусе. А я думаю, мало кто хочет собирать красную угрозу в коробке из Авито. Так что лучше сразу возьмем народный 2600, но зато будем сидеть на царском компе. Охлаждать его мы будем точно не боксовой переделкой, так как это сборка с заделом под будущий разгон. Поэтому слетаем в Citylink и возьмем башню Deepcool Gammax 300 Fury, которая, кстати, чутка просела в цене и сейчас стоит всего 1330 рублей. Но цена, конечно, может быть разной в различных регионах. По такой башне рекордного разгона мы не добьемся, но он по сути обычному геймеру и не нужен. Да и в целом он вообще никому не нужен, кроме оверклокеров с жидким азотом. А вот чутка разогнать наш Ryzen эта башня нам спокойно даст. Но для нынешних игр гнать нам его особо и не придется. А вот поставить хорошую АЗУ точно надо. Под нашу красную угрозу я выбрал красные планки Crucial Ballistics на 3200 МГц, чтобы наверняка все было у нас красное. Сейчас эти модули можно найти в продаже за 6250 рублей. Но если они как всегда закончатся, то смело можете брать каких-нибудь предаторов на 3200 МГц, ну или же вайперов. Ну а в будущем помимо легкого разгона проца мы сможем погнать еще и память, чтобы точно запустить GTA 6, которая, я надеюсь, выйдет уже хотя бы через пару лет. Ну и материнку, к сожалению, красную мы не поставим, так как за красивенькую красную MSI придется вывалить очень много денег. Так что берем по классике B450M S2H и радуемся неплохой материнке за 4790 рублей. Эта мать справится с нашим процом как в стоке, так и в легком разгоне, но про хорошую вентиляцию внутри корпуса забывать не стоит. Но к самой коробке мы перейдем чуть позже, а пока хочется немного рассказать про апгрейд самой основы нашего компа. Если когда-то в будущем вы поймете, что разработчики игр совсем упоролись, и ваш процессор уже не тянет современные игры, то смело можно взять и поставить в эту материнку Ryzen 3600. А возможно, эти материнки все же получат поддержку Ryzen 4000, и тогда можно будет подумать о покупке именно Ryzen 5 4600. Но думаю, до того момента, когда Ryzen 2600 перестанет что-то тянуть, еще очень далеко, так как запаса у него уж очень много. А тесты мы посмотрим уже в конце видео, чтобы вы сами в этом убедились. А вот что касается АЗУ, то ее апгрейдить вам вряд ли придется. Я думаю, что 16 гигабайт хватит еще на очень долго, и брать 32 гигабайта в ближайшее время можно только для рабочих задач. Да и к тому же у нас очень бодрые плашки с хорошей частотой и хорошим разгонным потенциалом. И давайте перейдем наконец-то к видеокарте. Так как у нас сборка запасом на будущее, то я выбрал под нее 8-гиговую карту, чтобы игры точно не долбились в малый объем видеопамяти. И это самая младшая карта нового поколения AMD Radeon RX 5500 XT. Ее главный плюс — это возможность взять именно 8-гиговую версию. Правда, в нынешних реалиях они особо не нужны, так как игры задействуют еще сильно мало видеопамяти. Но поверьте, через год 4-гиговых будет точно мало. Ведь прогресс не стоит на месте, и с каждой новой игрой видеопамяти нужно все больше и больше. Но у новых карт AMD есть небольшая особенность – это достаточно высокие температуры. Так что брать однокулерную карту тут точно нельзя. Поэтому я выбрал одну из самых удачных и не особо дорогих моделей Sapphire Pulse. Обойдется такая видюха нам в 17400 рублей, но зато мы будем иметь годный охлад и красивый внешний вид. Также хочется добавить, что AMD вроде как собирается выпускать трассировку лучей на программном уровне, хотя до конца еще непонятно, что там да как будет. Но есть шанс того, что даже RX 5500 получит поддержку трассировки лучей. Но пока что это еще все на уровне слухов, и скорее всего случится это не так уж и скоро, как хотелось бы. Но если случится и данные видюхи будут неплохо с ней справляться, то вы сможете получить максимальный кайф от 8-гиговой карточки.
Самое главное, не экономьте и не берите дешевые модели с плохим охладом. Ну а если у вас совсем маленький бюджет, лучше возьмите какую-то 1650 Super. Она тоже неплохая карта и стоит немного дешевле. Ну и пришло время подобрать корпус под нашего красного зверя. Я выбрал классный и не очень дорогой Zalman S1. У него сразу в комплекте идет 3 кулера, так что докупать вам точно ничего не придется. Ну и плюс ко всему у него есть забор воздуха спереди, и как по мне он довольно неплохо выглядит. Обойдется нам такая коробка в 2870 рублей, что очень даже подходит нам по бюджету в наш игровой ПК. А запитаем мы все это дело блоком питания от FSP. Я выбрал Пионера на 600 Вт, чтобы у вас был небольшой запас на будущее. За 3870 рублей мы получим просто неплохой блок питания, который гарантирует сохранность наших комплектующих. Можно было бы переплатить и взять что-то более крутое от более достойной фирмы, но тогда бы нам пришлось сэкономить на крутом накопителе и взять маленький объем. Но я же решил поставить сюда VD Blue на 500 гигов, чтобы вам точно хватило памяти под все новые игры. Ну а делать связку SSD и жесткого диска под Next Gen, наверное, будет уже не актуально вообще, так как игры весят все больше, а скорость чтения жестких дисков по сути стоит на том же месте. И рано или поздно какая-нибудь Call of Duty на 200 гигов просто начнет фризить из-за медленного харда. Ну и хочется сказать пару слов про апгрейд видюхи, и давайте уже перейдем к тестам. Со временем можно спокойно будет поменять 5500 XT на более мощную видеокарту из нового поколения AMD. Там уже будет понятно, что у них будет с рейтрейсингом, и когда они упадут в цене, можно будет присмотреться к ним. Также можно будет присмотреться к новому поколению Nvidia, которое также должно быть очень мощным. Но какую именно видюху брать под Next Gen, станет ясно только в следующем году. Ну а пока в сборке за 50к рублей лучше будет отсидеться на какой-нибудь RX 5500 или взять вместо нее 1660 Super. Но если вы располагаете большим бюджетом, то можете спокойно сразу тарить себе RX 5600 XT. Но главное тоже не самой дешевой версии, с самым плохим охладом, так как хороший оклад картам AMD просто необходим. Ну и давайте посмотрим, как такая связка покажет себя в играх. В CSGO мы получим около 150 кадров в среднем, что на мой взгляд отличный результат для комфортной игры даже на монике 144 Гц. Раз на высоких настройках порадует нас хорошим FPS в 70-80 кадров, с редкими просадками до 60. Не сильно большой FPS, но комфортно поиграть в принципе можно. В GTA 5 на ультрах мы получим около 80 кадров с небольшими просадками в крупных замесах. А в PUBG можно будет побегать в 75 кадрах в среднем. Ассасина Одиссею можно будет пройти на высоких настройках с FPS больше 60 кадров. А Need for Speed Heat отрисует нам 80 кадров в среднем. Результаты вполне достойные для качественной сборки за 50 тысяч рублей. Но повторюсь, если у вас есть еще бюджет, то возьмите чуть более мощную видеокарту, и вы получите еще больший FPS. Также хочу напомнить вам, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборкам или компьютерам в комментариях под видео, или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!